В виртуальности, названной русским миром, есть очень много слоганов-кричалок, и одна из них, например, «Как наши деды воевали», ну и существует та, которая называется «Россия никогда ни на кого не нападала». И сегодня я хотела бы с вами обсудить этот вопрос и посмотреть на факты. А в действительности Россия нападала на другие страны? Или, может быть, это все наша странная иллюзия? Или русские войны и почему Россия освобождает другие страны? Что ж, начнем с того, что Россия начала 53 войны, и это именно те вот войны, которые были учитаны как те, которые начала Россия. Уже не говорим о тех войнах, которые были, но почему-то не в ряду начатых Россией как агрессором. И что интересно, даже взглянув на карту, мы можем удивиться, как этой миролюбивой стране за 350 лет удалось так увеличить свои размеры более чем в 7 раз. И это только с оборонительными мерами. Да, то есть вот никаких нападений, только обороняясь. Мы никогда ни на кого не нападаем, мы только обороняемся. Как это возможно? Это просто какой-то мировой феномен, который не имеет аналогов. Просто магия какая-то. А учтите, что территория Московии в 1547 году, провозглашенная Московским царством, уже была результатом агрессивных забирательств и деятельности Ивана IV и его предшественников Ивана II, Василия III, которые начали политику собирания земель. Менее чем за 100 лет насобирали столько, что увеличили свою территорию более чем в 10 раз. То есть, это, получается, был тоже мирный способ. Вот такая история. Сейчас территория Российской Федерации составляет только 17 миллионов квадратных километров. И это, очевидно, не устраивает ни руководителей, ни населения этой страны. Ведь первые ищут способ, чтобы очень мирно себе что-нибудь еще дополнительно присоединить, а вторые во всем эти руководящие лица поддерживают. Это наши территории, исконно русские, мы должны их отобрать. Вспомним уже даже хотя бы территорию с Крымом и Новороссией. Крым вообще жесткая тема. Как вот мне напишите комментарии относительно того, что Крым является исконно русским. Посмотрите, мои дорогие истории, чей является Крым. Этот спор можно очень долго обговаривать. И сейчас начнется комментарий, где бы вы были 8 лет. Вообще, мы не говорим за эти 8 лет. Мы говорим о том времени, когда еще вообще этот Крым был Османской империей. И тогда с чего мы будем начинать? Чей был этот Крым? Бога? Или чья была эта территория? Итак, если взглянуть на предоставленные и открытые исторические данные, то мы узнаем, что с XVI века Московия-Россия участвовала в более 75 войнах, конфликтах и военных операциях. Это получается одна война где-то на 7-8 лет в среднем. Более полсотни, то есть 70%, начала именно Россия, сама или в союзе с кем-то другим. Вот предоставленный список, где вы можете посмотреть вот все российские войны, которые начинала с середины XVI века, которые начинала Московия, Российская империя, СССР, РФ. Это без учета предыдущих захватнических войн, которые увеличили первоначальную территорию Московии в 10 раз. В одной из статей я нашла такую интересную шутку, я бы назвала ее грустной шуткой реальности. Вот посмотрите, я ее вывела на экран из воспоминаний второй жены академика Андрея Сахарова Елены Боннер. Год 1971, едем в такси по Москве, водитель такой молодой, разговорчивый, рассказывает про свою жизнь, чтобы сориентировать пассажиров по хронологии событий, говорит, это было, когда чехи на нас напали. Имеется в виду август 1968 года, и Сахаров тогда уточняет, кто на кого напал. Но он говорит, помните, чехи на нас напали в Праге. Понимаете? В Праге. Но они ж напали. Когда мы пришли защищать ваши пражские, чешские территории, когда мы пришли вас спасать мирным образом, они на нас напали, это значит уже все, война. И, конечно же, становится вопрос, за что все-таки борется Россия? Очень интересный вопрос, потому что меня он волновал достаточно давно, а с началом вторжения в Украину и полномасштабной войны, еще больше вопросов стало, да, и я в какой-то момент, изучая информацию, поняла, что россияне смотрят на Украину как на собственную часть, которая как бы им принадлежит. А то, что мне принадлежит, я его любым способом заберу. И эта политика и пропаганда, она ведется таким способом, что это наши территории, и мы будем защищать наших людей. А наши люди — это только русскоговорящие. Кто говорят, знаете, это очень напоминает нацистское мышление.
Кто не немец, тот урод. Кто не говорит по-русски, тот урод. И люди говорят, без нас и после нас здесь ничего бы не было и нет. И вот этим оправдывают агрессию и возможные дальнейшие агрессивные события. Пока в украинском Днепре доставали из-под завалов, из-под руин после удара ракеты людей, в России любители войны, да, и вот эти пророссийские сторонники говорили, что ракета летела в электростанцию и случайно попала в дом, потому что ее сбила украинская СВО. Всего несколько месяцев назад они говорили, что Россия вообще не бьет по гражданской инфраструктуре и бьет только по военным объектам. Границы дозволенного в их собственном мышлении расширились. И страшно, до какого момента и до чего они могут... Вы знаете, вот в этих странах, Россия, Украина, есть очень много общего. И было, во всяком случае, до вторжения и до вот этих всех политических проблем. Да, это были общие праздники, Старый Новый год, какие-то общие традиции, которые сейчас уже, конечно же, украинцы избегают и хотят просто поменять и изменить, потому что праздновать одни и те же праздниками с агрессорами, которые убивают твоих детей, как-то не очень, правда? Вот. И когда детям в России объясняют, что хорошо, что плохо, что нужно быть дружными, что нужно быть хорошими, что праздники, дарите добро, не ругайтесь, будьте справедливыми, и потом показывают детям, что они радуются, что, знаете, мы свою елку сожгли, а чужую погасили. И погасили так, что это касается их жизни. То есть мы убили их детей, мы убили их родителей, да, мы убили дома. То есть это так подло и так мерзко относительно тех людей, которые живут и радуются этому. Я просто не понимаю, как можно... Я никогда в жизни не радовалась бы чьей-то боли. И, честно говоря, никого не смущает то, что, вот знаете, вот это вот вечное противостояние Советским Союзом и дальше всем этим мышлением вот этих сил зла, они как раз вот сейчас и являются этим злом, которое нужно искоренить. И это никого не интересует. То есть им рассказали, людям рассказали, люди сидят, как зомби, смотрят в телеке и ждут, какое следующую страну мы будем забирать, потому что это наша территория. Страшно. Любым способом. Любым. И люди забывают, что они тоже просто люди. Они со своими семьями, со своими детьми. И им не стыдно. Вот это страшно. Причина этого всего, да, является в том, что обычные граждане слушают пропаганду и понимают, воспринимают вот это вот наслаждение от разрушения, от смерти детей, от боли других людей, близких. Очень мы, на самом деле, народы, не как бы недалекие, да, не китайцы и индусы, да, мы люди, живущие соседями, да, и они воспринимают вот это вот. И люди воспринимают так легко это все, потому что они считают это исконно их. То есть мы вам это построили, мы вам это... Ну и долго я задавалась вопросом, почему никто не может положить этому конец. На самом деле это очень печально. И в целом я начала читать статьи, изучать, был ли возможен вообще мир без войны, но, и, как видите, наша история показывает, что такой возможности, наверное, нет, и эксперты говорят, что вообще без войны мир бы не был лучше, и чаще всего, принимая такое решение, главари стран, они исходят из положения «я начну войну сейчас, но она будет с меньшими утратами, чем я начну ее через какое-то время. Либо из положения я вот сейчас начну войну, потому что через какое-то время, когда наберутся силы другой страны, она может на меня напасть. Я это говорю совершенно не включаясь в какую-либо сторону, да, и просто говорю о войнах, которые уже происходили на нашей земле. Я пытаюсь донести вам это все со стороны простого человека, который просто попытался разобраться в теме. И на самом деле я знаю, что таких людей, как я, много. Многие стараются не смотреть на политику только с одной стороны.
Вот, я пытаюсь разобраться и в тех аспектах, и в тех аспектах, взвесить их и уже принять свое собственное решение. Но, честно говоря, правду о том, почему началась война, и о том, почему агрессор напал на Украину, нам наверняка никогда не раскроют. А если раскроют, то очень-очень через много лет. И то, что нам говорят сейчас, скорее всего, это является чем-то, что просто, ну, знаете, просто кинуть конфетку, чтобы забыли. Вот. Так что я советовала бы людям, которые очень сильно пропитаны русской пропагандой, думать своими мозгами, это очень важно. И, честно говоря, для меня, еще раз повторюсь, является странным радоваться тому, что кого-то убивают. И если у вас есть такие мысли, проверьте свои мозги. Всего доброго, до новых встреч. Пока.